Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, как правильно кормить собак. Тема эта очень важная. Здесь как нигде существует очень много различных мифов и вредных стереотипов, которые мешают правильному и осознанному выбору типа кормления собак. Существует три типа кормления собак. Натуральное кормление, кормление промышленными кормами и, что называется, кормление со стола, то есть тем, что ест сам человек. Все существующие способы находят как сторонников, так и противников. Споров на эту тему много. Давайте попробуем разобраться, чтобы осознанно принять правильное решение, какой же тип кормления выбрать для своего питомца. Прежде чем обсуждать этот вопрос, начнем с того, чего собаке нельзя давать ни в коем случае. В первую очередь это чисто человеческие продукты. Это всевозможные специи, копчености, жирности, сладости, ну и прочие майонезности. То есть то, что в обычной среде обитания собак никогда не встречается. Поэтому не будем продолжать дальше этот список, а усвоим просто принцип, что все, что не встречается в природном окружении собак, это для них вредно и давать им это нельзя. Между прочим, этот принцип применим и по отношению к человеку, но следует учесть, что у собак печень и почки значительно слабее человеческих, и поэтому токсические реакции на все эти продукты у них более ярко выражены, и они не выдерживают таких нагрузок очень длительное время. Человеку, кстати, это тоже не добавляет здоровья. Человеку и специй хочется, и копченой колбаски, и майонеза. Я уже не говорю о рюмке коньяка с кофе и сигаретой в каких-то приятных или, наоборот, стрессовых ситуациях. Причем все это могут делать даже люди, которые понимают вред такого питания. Более того, иногда даже сами рассказывают другим о том, как это вредно делать. Но увидев на столе все эти вредности, забываете обо всем, и их уже самих пора учить здоровому образу жизни. Возле любой поликлиники можно встретить врачей, которые стоят с сигаретой во рту. Увы, человек – существо очень слабое в своем большинстве, конечно. Но с человеком все понятно, а животное же ни в чем не виновато. Мы же несем ответственность за то, что его приручили. Поэтому, если вы хотите добра и здоровья своей собаки, и вы можете себе это позволить, то не надо кормить собаку со своего стола. Многие мне возразят, что они знают много примеров, когда кормят собаку со стола и, мол, все ничего. И приведут массу примеров, что и они или их знакомые кормят со стола и все ничего. Живут собачки и здравствуют. Не спорю, таких случаев тоже много. Это зависит от породы, и от содержимого стола, и от образа жизни животного, даже от генетики, наконец. Но если не кормить со стола чем попало, то животное проживет значительно дольше, и кто такой ветеринар, узнает в более позднем возрасте. Особенно жаркая дискуссия идет вокруг промышленного типа кормления и кормления натуральными кормами. Много копий ломается вокруг вопроса, а какой же тип кормления лучше? Давайте вместе рассмотрим этот вопрос. Итак, чтобы собака была здоровой и активной, она должна получать достаточное количество пластического и энергетического материала в виде белков, жиров, углеводов. Это классика всем нам известна еще со школьных уроков биологии. Также в корме собак обязательно должны быть достаточное количество витаминов, микро- и макроэлементов. Причем потребность во всех этих веществах должна соответствовать породе, возрасту и образу жизни животного. То есть очень много параметров должно браться во внимание. А если взять, например, щенка, физиологические параметры которого меняются очень быстро, то таких параметров будет еще больше. Исходя из этого, можно сказать, что корм собаки должен быть сбалансированным и учитывать все физиологические потребности ее организма. Кормить собаку натуральными кормами можно, и теоретически это наиболее правильный вариант, но это практически нереально в обычной жизни. В этом случае надо иметь очень много свободного времени, надо очень много знать о биохимии питания вообще и о кормлении животных в частности. Среднестатистический человек качественно этим заниматься просто не сможет. Кормление собак натуральными кормами можно сравнить с занятием фотографией. Профессиональные фотографы не пользуются фотоаппаратами с автоматическими настройками. Они презрительно называют их мыльницами.
Они вручную устанавливают и выдержку, и диафрагму, и при этом еще оперируют какими-то заумными словами. Уверен, что очень многие любители современной фотографии даже не знают, что это такое. Об этих подробностях знают или профессионалы, или люди из уже далекого советского прошлого, когда фотографией могли заниматься лишь те люди, которые были очень увлечены этим делом и закончили специальные курсы по фотографии. Поэтому сейчас, когда появилось цифровое фото и очень многие процессы автоматизированы, фотографирование перестало быть уделом избранных. Функция фотографирования сейчас есть в очень многих девайсах. И она уже не только в самих фотоаппаратах, а и в мобильных телефонах, и в других устройствах. Это очень удобно. Это позволяет сосредотачиваться на впечатлениях, а не на процессе делания фото. И самое главное, что современные устройства при этом позволяют делать фотографии очень высокого качества. Фотоаппараты с ручными настройками сейчас используют только в художественной фотографии. Да и то далеко не все, а только профессионалы высокого класса. Вот так и с натуральным кормлением собак. Если натуральное кормление собак для вас это хобби, и у вас есть для реализации этого хобби и знания, и время, и деньги в том числе, то почему бы это и не попробовать использовать такой тип кормления. Что касается кормления собак промышленными кормами, то здесь можно тоже провести очень точные аналогии. Если раньше, когда корма для животных только начинали выпускать, технологии их приготовления были достаточно примитивными. И главной задачей производителей кормов тогда было увеличение прибыльности своего основного производства за счет того, что они могли отходы своего мясоперерабатывающего производства продавать как корм для животных. И тогда это все позиционировалось не столько как корм, а больше как добавка к основному рациону собаки. Прошло время, и корма для животных стали огромнейшим рынком с многомиллиардным долларовым оборотом. Изготовление кормов для животных стало отдельной прибыльной индустрией, которая имеет свою очень серьезную и научную базу, и очень серьезную технологическую базу, в которой задействованы очень серьезные высокие технологии, которые позволяют из самых разнообразных натуральных высококачественных ингредиентов, а уже не из каких-то отходов мясокостного производства, создать полнорационный сбалансированный корм, исходя из жизненных потребностей собаки. Более того, эти технологии позволяют создавать такие корма, в которых учтены и особенности породы, и возраст, и другие существенные физиологические параметры животных. По крайней мере, все это точно учтено в кормах супер-премиум класса. Над созданием таких кормов и рецептур работают целые научно-исследовательские институты. И создать такой рацион в домашних условиях без глубоких знаний биохимии питания животных практически невозможно. Поэтому я считаю, на основании научных данных и личного опыта применения сухого корма своему животному, а также огромного положительного опыта, накопленного заводчиками с самых разных пород, что использование промышленных кормов супер-премиум класса – это гарантированное обеспечение организма животного всеми необходимыми веществами в сбалансированном составе. Это очень удобно. И все это обеспечивает полноценную активную жизнь и здоровье домашнего любимца. Одним словом, кормление высококачественными промышленными кормами, на мой взгляд, это один из наиболее приемлемых, оптимальных типов кормления домашних животных на современном этапе. Просто надо удачно подобрать корм, который бы идеально подходил для вашей собаки. Да-да, именно удачно. Так как даже правильно подобрав корм для вашей собаки с точки зрения физиологических параметров, еще могут быть и случаи какой-то индивидуальной непереносимости животного корма. Это могут быть как какие-то вещества в корме, которые являются аллергенами для вашей собаки, так и какие-то генетические сбои в организме вашей собаки. У людей тоже ведь очень часто бывает такое. Например, органические помидоры, выращенные без единого химиката, могут вызывать страшную аллергию. Вот так и у собак бывает, что абсолютно качественный и безвредный корм может вызывать аллергию. Не расстраивайтесь, просто подберите корм, который подойдет вашей собаке. Более того, такая ситуация с аллергией достаточно часто наблюдается и при кормлении собак натуральными кормами. В таких случаях тоже, что называется, методом научного тыка, надо шаг за шагом исключать из рациона ингредиенты, которые вызывают аллергию.
Итак, резюмируем. Кормление со стола – это не есть правильное питание животного. Натуральное питание собак требует очень много знаний и времени. По стоимости качественное натуральное питание собак не ниже, чем корм супер-премиум класса. Что касается кормления собак промышленными кормами, особенно кормов супер-премиум класса, то для современного человека, у которого наблюдается катастрофический дефицит свободного времени и который очень любит свое животное, это, наверное, единственный правильный выбор, который позволит и время сохранить, и позволить животному быть всегда в хорошей форме. А еще что очень важно, что использование промышленных кормов высокого качества позволит выкроить немного времени, чтобы насладиться общением с животным, а не торчать на кухне и готовить корм. Более того, следует помнить, что собаке еда не приедается. Наоборот, если собаку кормить одним и тем же проверенным и сбалансированным кормом, то она будет чувствовать себя прекрасно. Я постарался изложить информацию по этой теме очень сжато, но максимально понятно и максимально аргументированно, так как в этой теме существует очень много каких-то мифов и предрассудков, которые существуют с самого первого дня присутствия кормов на нашем рынке. Уже давно поменялись технологии изготовления кормов. Современные корма супер-премиум класса для животных — это уже не законсервированные примитивными методами отходы мясокостного производства, а сбалансированный набор всех необходимых для животного питательных веществ, макро- и микроэлементов. Корма, приготовленные из качественных, свежих пищевых ингредиентов. Не все люди могут позволить себе еду такого высокого качества. Но, несмотря на все это, вредные стереотипы все еще живут. Ну, на то они и стереотипы. В общем, качественная и незаангажированная информация у вас есть. А конечный выбор, конечно же, за вами. В следующих наших выпусках мы более подробно рассмотрим другие темы, касающиеся кормления братьев наших меньших. Буду также очень признателен всем, если в дискуссии вы выскажете свои аргументированные точки зрения или мысли по этому вопросу. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим домашним любимцам, и до новых встреч!